Прямые обвинения в адрес Китая. Британия вводит войска, а Лукашенко везет в Беларусь пакистанцев. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Оккупанты планируют наступление сразу в 2 новых направлениях. 2 региона в опасности. Российское судно поймано у берегов НАТО. Реакция Москвы мгновенная. Британские войска в Украину. Лондон готовится к долгой конфронтации с Россией. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Громкая операция у берегов Эстонии. Местные военные перехватили российский танкер из так называемого теневого флота прямо возле Таллина. Судно без флага под санкциями ЕС, Британии, Канады и Швейцарии шло в Усть-Лугу, но не дошло. Власти Эстонии выследили и задержали его до того, как судно вошло в экономическую зону страны. На борту 24 человека, капитан-китаец. По данным властей, он сейчас сотрудничает со следствием. Операция началась ночью, около 3 утра. С воздуха подключили даже вертолет. Все прошло быстро и жестко. Ни для кого не секрет, что за последний год в Финском заливе появилось несколько судов, которые ходят без надлежащих документов, и можно совершенно точно сказать, что это часть теневого флота, который использует Балтийское море для перевозки товаров, что запрещено. Вот так работает отслеживание серых схем Кремля, но возникает вопрос, если танкер без флага, под санкциями и все равно спокойно шел в Россию, сколько еще таких судов бороздит Балтику? В Москве отреагировали. Отвратительно. Отвратительно. Надо думать, как противодействовать этому делу. Сама Эстония не может реализовать, значит, за ним кто-то стоит. Надо понять, получить более такую подробную информацию, как противодействовать. Каким вариантом противодействовать? Я же вам сказал, надо обсудить. Как вам реакция Москвы? Достаточно для того, чтобы и дальше возить нефть в серую? Как думаете, пишите в комментариях, не забывайте. США таки примут участие в Рамштайне, правда, лететь через океан в этот раз не решились. Европа обсуждает, как спасти Украину от российских ударов, США подключатся онлайн. Брюссель стал эпицентром большой военной политики, там стартовало очередное заседание контактной группы в формате Рамштайн, уже 27-е по счету. Германия и Британия взяли на себя руководство, а США, вопреки слухам и ожиданиям, таки не выпадают из игры. Глава Пентагона подключится по видеосвязи. Главная тема, как усилить защиту неба над Украиной. Российские ракеты и дроны продолжают атаковать инфраструктуру и города, а у Киева острая нехватка систем ПВО. Особенно тревожно после ударов по ТЭЦ и энергосистеме. ПВО критически мало, и это признают даже западные союзники. Это чрезвычайно важно и для нашей безопасности в Германии и Европе, потому что никто не может игнорировать одну вещь. Мы находимся в начале новой эры, и в ближайшие годы нам придется доказывать свою силу. Нам придется проявить себя. Это зависит от того, удастся ли нам стать способными защитить себя. Министр говорит о 4 системах Айрис-Ти плюс 300 ракет, о 120 ПЗРК, то есть наземных системах противовоздушной обороны, о 300 разведывательных БПЛА и еще 25 боевых машин пехоты Мардер, 15 основных боевых танков Леопард, 14 артиллерийских систем, 100 радаров наземного наблюдения и еще 100 тысяч боеприпасов для артиллерии и 30 дополнительных управляемых ракет Патриот. На столе вопрос новых поставок оружия и глубокой кооперации в военной сфере. Европа и США обсуждают не просто передачу техники, а совместную работу оборонных заводов, чтобы обеспечить Украине бесперебойную помощь. И еще больше про поддержку. ЕС бьет рекорды по военной помощи Украине. Уже более 23 миллиардов евро только в этом году было выделено Союзом. Это больше, чем за весь прошлый год. Но ясно, что Россия хочет улучшить свое положение. В то же время я имею в виду, что прошло уже 4 недели с того момента, как Украина согласилась на безусловное прекращение огня, а мы так и не увидели никаких положительных признаков с российской стороны. Поэтому нам действительно необходимо оказать давление на Россию, и я думаю, что это доверие ко всем тем, кто говорил, что нам нужно, чтобы убийства прекратились.
Официальный сигнал прозвучал от главы внешнеполитического фронта ЕС Каи Каллас. Она прямо сказала: мы делаем больше, чем в прошлом году, но этого все равно мало. Прозвучало это на заседании контактной группы по Украине прямо в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Европа готовится давить сильнее. Россия рвется к облцентру. В ВСУ бросают подкрепления, чтобы сорвать прорыв. Ситуация на севере Украины накаляется, бои идут сразу в нескольких селах. Фронт растянулся на 25 километров, а глубина вторжения уже до 7 километров. И это не разведка боем, это попытка реального наступления. По данным украинской службы BBC, у Кремля четкий план создать буферную зону и подойти как можно ближе к самому городу Сумы. Цель — взять его в кольцо или хотя бы в полукольцо. Источники говорят прямо, Москва снова повышает ставки на этом направлении. К тому же РБК Украина со ссылкой на свои источники, в свою очередь, утверждает, что возможно наступление и в сторону Чернигова. Силы обороны Украины срочно перебрасывают туда дополнительные подразделения, чтобы не допустить окружения и выбить оккупантов. Одновременно украинские военные продолжают держать позиции в Курской области и начали операцию в Белгородской, уже на территории России. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Великобритания может ввести войска в Украину на 5 лет. Речь идет не просто о тренерах или военных советниках. По данным издания The Telegraph, Британия готова физически разместить свои силы в Украине. Военные будут обучать украинских солдат, а также защищать воздушное и морское пространство Украины. Причем это не будет чисто британская миссия. Солдаты будут работать в связке с миротворческими контингентами других западных стран и под руководством Европы. Формулировка предельно жесткая. Отправку войск обсуждали 10 апреля в штаб-квартире НАТО, где прошла встреча министров обороны 30 стран. Примечательно, что США в ней не участвовали. К будущей миссии уже выразили готовность присоединиться страны Балтии как минимум. Какова потенциальная миссия, какова будет цель, каков мандат, что мы будем делать в различных сценариях, например, если произойдет какая-либо эскалация, касающаяся России. Очень важно, чтобы Соединенные Штаты были на борту, но также необходимо четко понимать, какой тип миссии это будет и чего мы просим от Соединенных Штатов. Детали пока неизвестны, сколько именно военных Лондон направит, не уточняется, но план поэтапного развертывания рассчитан на 5 лет. А мы поговорили об этом с украинским политологом Игорем Рейтеровичем. Это, скорее всего, будет такой сценарий, когда войска размещаются в определенных городах, в определенных точках. Они не на линии фронта находятся, то есть они находятся где-то там во второй, возможно, третьей линии, но это стратегические города, которые могут быть там потенциально объектами для атак со стороны Российской Федерации. Но, конечно, оптимальный вариант для Украины — это именно присутствие иностранных военных, поскольку нравится это кому или не нравится, я имею в виду, конечно, Россию в первую очередь, но это действительно гарантия безопасности. Гарантия безопасности в том плане, что удар по этим военным — это удар по, собственно говоря, стране, которую они представляют. И, конечно, это уже определенная тогда проблема для России, потому что выглядеть это будет не только как война против Украины, но как в том числе война против стран, которые являются членами НАТО. В администрации Трампа накинулись на Китай и китайцев. Советник президента США в ярости. Питер Наварро обвинил Китай в убийстве более 1 миллиона американцев. Причина — фентанил, который, по его словам, Пекин якобы специально завозит в США. Китай убил более 1 миллиона американцев с помощью смертоносного фентанила и связанных с ним наркотиков, и он просто отказывается что-либо с этим делать. С 2001 года Китай разрушил более 60 тысяч американских заводов и украл более 5 миллионов рабочих мест в обрабатывающей промышленности. Наварро тот самый, кого Илон Маск назвал, цитирую, «тупее мешка с кирпичами», и который и есть идеологом тарифной кампании 47-го президента США. Лукашенко зовет в Беларусь до 150 тысяч пакистанцев, якобы специалистов. Об этом он бодро заявил после переговоров с премьер-министром Пакистана, мол, в страну приедут рабочие из нужных отраслей, и мы создадим им условия. В переводе на простой язык Лукашенко лично договаривается о массовом ввозе трудовых мигрантов, пока сотни тысяч белорусов уехали или остались без нормальной работы. Власти уверяют, что это высококлассные кадры, а не просто дешевая рабочая сила. У нас
нас с Пакистаном единая позиция в отношении дальнейшего развития, углубления политического диалога. И руководство Пакистана помогут нам подобрать таких людей. Пусть это будет 100 тысяч, может быть 120, 150 тысяч этих специалистов. Мы готовы принять их в Беларуси и создать им необходимые условия для работы. Особое внимание Барановичи там уже готовят текстильное предприятие под пакистанских рабочих. Лукашенко заявляет, что именно туда приедут так называемые специалисты помогать с тканями. Местные, вероятно, будут наблюдать за этим из очередей в центре занятости. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.